Здравствуйте, мои хорошие рукодельницы и гости канала. С вами Валентина Никита. У нас стартует новая совместная работа с каналами «Творческий сундучок» и «Ассорти с Валентиной». Ссылка будет в описании под видео. Загляните, посмотрите. А совместная работа называется «Обновка на кухне. Радость хозяйки». И мы будем делать интересные вещи. Я взяла, длинная полоса у меня 1,65 м. Говорю загадками, я вам в конце видео покажу, что это такое за идея. У меня нетканое полотно, можно взять любую ткань. В качестве уплотнения я взяла ткань для пола. Ватин. Ширина ее 14 сантиметров. Для меня это многовато, но я буду делать стежку. Стежка дает усадку, но лишнее я лучше отрежу. По длине я не проходила, я надшила, нарастила. В качестве клеевой можно использовать флизелин, дублерин. Это у меня паутинка. Она у меня большим полотном. Я сделала вот такие длинненькие полоски. Сейчас я их разложу. Целое полотно клеевое мне жалко тратить. Мне надо, чтобы чисто зафиксировать рисунок. Я повырезала цветную ткань, проутюжила. И сейчас я буду делать низ. Мне нужна разноцветная внизу полоска. Делаю так, чтобы они у меня как бы не совпадали друг с другом. Ну, вот это вот большой, я сейчас его еще отрежу. Решила поменять фон, чтобы было видно, потому что коричневое с коричневым сливается. Это будет у меня небо. Но я делаю не по всей длинной полоске, я взяла часть. Мне так удобнее будет. И вот мои любимые домики. Вот, посмотрите. Квадрат или прямоугольник. Вырезала окна. Окна вырезала на той ткани, что она какая не сыпется. Это вот мебельная ткань. На домиках, где сыпучая ткань, я буду приклеивать. И вот теперь я их размещаю. Это очень любимая тема. И вот знаете, произвольно были лоскутки ткани. Я вырезала крышу, домики. Если где-то большим, ну вот можно и немножечко отрезать, сделать покороче. Вот, разные прямоугольники, но смотрите, чтобы цвета у вас тоже не совпадали. Это у меня джинсы. Вырезала овальные окна. Допустим, вот так мы сделаем крышу. Крыша не обязательно должна быть правильной. Можно сделать такую загадочную. Вот смотрите, у меня пробел. Сюда я вставлю другой цвет. Вот, допустим, дерево. Где у нас образовывается пустота, мы берем просто небольшой отрезок лоскуточка и просто вот так подкладываем. Все, заполняем наше все пространство. От края дом я разместила на 3 сантиметра, потому что у меня здесь будет проходить шов, чтобы он не шел по домику. Вот здесь у меня тоже пустота. Коричневую ткань я сюда не могу вставить, она сольется с деревом. Я беру желтый отрезок, подсовываю под дом. На клей-карандаш я пока что ничего не приклеиваю, хотя уже можно приклеить крыши, потому что ничего больше меняться не будет. Вот у нас окна. Сюда подставляем какую-нибудь светлую ткань. Ну вот у меня лоскуток. Сейчас я срезаю вот эту бахрому и просто подставляю. Окна могут быть разные, также и одинаковые. Сильно большой вы не делаете, чтобы он у вас не выходил за пределы. И вот смотрите, окно у вас приклеится на паутинку. Домик, он лежит уже сверху, и крыша сверху, поэтому приклеиваем на клей-карандаш. Из мелочевки, какая у вас есть, вырезаем. Овальчики, квадратики, это будут наши окна. Вот он клей-карандаш, сильно не мажем и приклеиваем к домику на нужное расстояние. Можете сделать дверь, балкон, рядом с домом посадить цветы, будет очень-очень красиво. Была голубой полоска ткани, а это кромка. Я сейчас беру и делаю окна. Мне ее жалко выкидывать. Решила я всю полоску заполнить домиками. И также буду делать разнообразие. Положила ткань,
Другой цвет взяла зеленый. Вот такое дерево у меня. Так как у меня очень длинная полоска, я ее могу выложить на столе, но вы все равно не увидите, и мне неудобно будет с ней работать. Такую работу можно делать из 4 частей. И я сейчас вот этот отрезок, что у меня есть, нам надо проутюжить. Но это обрезки тюля. Нам понадобится прозрачная ткань, органза, фатин, сетка. И я сейчас проутюжу, зафиксирую булавками, и тогда дальше пойду, чтобы у меня ничего не смещалось. Я не могу закатать, спустить вниз. У меня все это развалится. Органза, сетка, фатин боится утюга, поэтому я через ткань. Ткань можно брать влажную, у меня марля мокрая, можно взять любую. И мы просто вот такими движениями сначала переставляем утюг, а потом можно смело вот так вот утюжить. Когда проутюжили, смотрите, верхние детали мы с вами приклеили на клей-карандаш. Теперь мы фиксируем булавками, и тогда можно уже передвинуть. Эту сторону я сделала, держится у меня все хорошо. Я ее спустила вниз на стол, и теперь я продолжаю. Я так думаю, что я сейчас примерно метр, может меньше, выложу, и потом буду делать стежку. Мне так удобнее будет. Домики, все то же самое. Что попадается под руку, то я буду и выкладывать. Берем любые цвета, что у нас есть. Вот у нас такой домик уже есть здесь, да, но у меня есть еще отрезок. Я его просто перенесу в другое место. Вот джинсовый домик такой большой. Сюда сделаем крышу. Я не буду повторяться. Все то же самое. Только цвета берите разные. Полотно у нас большое. Даже если 2 одинаковых домика будет, ничего страшного. Вот подходит крыша. Опа, сюда. Не забываем делать нижний фон. Кстати, нижний фон не обязательно делать под домики. Можно вот такие лоскуточки и пустить сверху. Посадим еще одно дерево. Это у меня вторая половина. Не буду задерживать ваше время. Делаю то же самое. Утюжу, фиксирую булавками и делаю всю такую полоску. Я решила всю полоску сделать сразу домиками. Сейчас я быстренько пробегусь. Все запроклеено, отутюжено. Здесь забыла я окна сделать, но уже зафиксировала булавками, переделывать не буду. Теперь я делаю стежку. Стежку буду делать на свободном ходу. Неважно, как вы прошиваете, можно простой строчкой, но вы должны зафиксировать все ваши картинки. Вы можете менять цвет ниток или одним цветом. Я буду чисто белым делать. И пока не начала шить, мне надо переколоть здесь булавки и вставить окна. Стежку делаем любым для вас удобным способом. Я шью на свободном ходу. Просто, как мозги. Но вы также можете прошить и простой линией, простыми строчками. Но часто вы должны зафиксировать весь рисунок. Также можно пройтись и по контуру рисунка зигзагом или простой строчкой. У нас это все под сеткой, это ничего разваливаться не будет. Но когда вы будете стирать, это может деформироваться. Поэтому, девчонки, все прошивайте. И такую работу, это я придумала сделать домики. Если вам понравится такая идея моя, вы можете взять просто плотную ткань, сделать несколько слоев и прошить. И то же самое у вас получится. Только без домиков. Сейчас делаю окна. Прохожусь простой строчкой туда-обратно, чтобы был потолще шов. И на следующее окно я не отрезаю нитку, а просто перетягиваю, но делаю закрепку. Вот, перехожу, сделала закрепку и пошла по контуру и потом в середине. Так, с такими строчками окна смотрятся очень интересно.
Ну а в конце работы я просто отрезаю лишние эти нитки. У нас ничего не поползет, потому что сделана закрепка. Мне очень нравится шить на свободном ходу, но я не профессионал, я только учусь. А чем хорошо, что вы не крутите, вертите полотно, как на простой строчке, а просто вводите ткань, полотно, и она у вас в любом направлении идет. Вы на свободном ходу можете делать такие выкрутасы, такие красивые рисунки, только надо набить руку. Для такой стежки опускаете зубцы и меняете лапку для штопки или для вышивки. Сделала я стежку. Посмотрите, какая прелесть получилась. Но видите, немножечко корёзлая. Это надо отутюжить через мокрую марлю. Когда я делала стежку, у меня первое время обрывалась нитка. Вот обрывается и все. Я поменяла иголку. Все, потом я шила беспрепятственно. Я сейчас все отутюжу через мокрую марлю. Выровняю. Выкрою такую же полоску из дополнительной ткани. Полоска моя 1,58 м, но если вы захотите, размеры свои. Выкрыла подкладку. Сейчас я смыкаю в кольцо, но прежде чем прошивать, сейчас вам покажу. Это мой противень 43 на 36. Я замерила по ширине, по высоте, умножила, и у меня получилась такая полоска. Но не забывайте, что еще пару сантиметров, чтобы было свободно, и еще припуски на швы. Заготовку прошила, швы в разные стороны, совмещаю швы, и теперь по кругу с двух сторон мы обрабатываем косой бейкой. Край с двух сторон обработала косой бейкой. Вот такая у меня длинненькая, симпатичная полоска получилась. Обратная сторона, вот изнаночка, ткань. Теперь будем примерять. И вот теперь смотрите, вот здесь у нас лежит выпечка, вкусные душевные пироги. Это наш каркас. И сверху мы накрываем полотенцем. И ваше полотенце не будет лежать на вашей выпечке. Она будет спокойно подниматься. Тесто ваше не будет заветривать. Высота у меня уже готова 13 сантиметров, но можно сделать немножко поменьше. Во-первых, вот, она держит форму. Я думаю, когда мы чем-нибудь накроем, она не будет заваливаться и не повредит выпечку. Девчонки, вот такая замечательная идея. Давно мне пришла в голову, но никак не могла я с ней справиться. Руки не доходили. Ну, на этом все. Вы обязательно заходите в гости. Творческий сундучок. Ассорти с Валентиной. Прогуляйтесь по нашим плейлистам. Вы там найдете очень интересного. Ну, а в благодарность нам напишите хоть какой-нибудь комментарий, присылайте смайлики, обязательно заходите в гости. Пока-пока. Ссылки будут в описании под видео на каналы участников. Счастливо, друзья!